Это интервью я снимала 3 года назад, и когда я на него ехала, оно было для меня настолько шокирующим, потому что я не могла понять, как такое могло произойти в этой семье. Буквально за 1,5 года до этого интервью я снимала историю этих людей как пример счастливых приемных родителей, где дом просто полная чаша. Мама, папа, бабушка и дети за большим столом. В конце концов, родители разошлись, детей отдали в новые приемные семьи. Что же произошло в этой загадочной семейной драме? Давайте разбираться вместе с вами. Картинка с детства была. Большая семья, большой красивый стол. Ничего не случилось. Дети устали, потому что они были то у него, то у меня, то у мамы, и туда-сюда, и уже как будто, вот знаете, в момент вот просто как будто вот что-то кинули так, на семью, и она вся как карточный домик. Все развалилось, все, что собиралось каким-то образом. И все рухнуло. Я поняла, что я одна, у меня есть 3 детей, 2 пойдут в школу. У Светы случилось уже такое раннее половое созревание. И я поняла прекрасно, что я не справляюсь. Но ведь от своих детей же мы не отказываемся. То какой матерью я стала тогда, они такую не заслужили. То есть вы пишете какое-то заявление, что я там отказываюсь, да? Как? Что это? Это заявление какое-то пишется, да? Что я передаю детей? Да, передаю детей в связи со здоровьем меня. Юль, кто тяжелее перенес этот возврат? Впервые я поняла, что самое главное, то, что им сейчас нужно, это любовь. А мне ее дать неоткуда. Как будто всей своей жизнью была настолько истощена, что дать мне было нечего. И это было очень нечестно по отношению к ним. И нечестно оставлять, и не давать, и нечестно отдавать. Когда это очень жестко. Наверное, это жестоко. Но как будто это единственное возможное. Так, сейчас очень серьезный вопрос. Все сосредоточились. Что такое семья? Семья? Да. Ну, Артём. это где ты живешь и где родители тебя кормят, отводят в магазин, еще выкармливают, моют посуду и еще улаживают спать, кормят. Я вижу, И что они моют. тебя откормили, Артем. Ты такой крепенький, хороший. А Ника, ты расскажи, что такое семья? Моя семья, мама, папа и Ой, нет, Света, мой и ключ. Тёма, и я. Вот, и это все ваша семья. Юлечка, ну 1,5 года назад мы с вами встречались в кругу вашей прекрасной большой семьи, за большим столом. И ничего не предвещало страшного, да? И мне бы хотелось сейчас вернуться вот к началу вашего пути. Вы давайте еще раз вспомним вот с самого начала, почему вы решили стать приемной мамой и решили взять ребенка к себе в семью. При том, что у вас было 3 детей. Ну, идея приемного родительства была во мне гораздо раньше, чем я стала мамой своих кровных детей. И там социальные какие-то роли начала занимать. Я очень хотела девочку, и сейчас я уже понимаю, что я хотела через девочку прожить какую-то свое детство, свою историю, переписать свой жизненный сценарий. И детство у меня было крайне трудным, тяжелым, болезненным. И потом уже анализируя, откуда эта идея появилась, потому что да, хотелось взять маленькую девочку и прожить через нее то детство, которого у меня не было. Да. И я несла эту идею долго. И когда у меня уже появились собственные кровные дети, я долго разговаривала с мужем, долго его уговаривала. И в какой-то момент он сказал, ну, хорошо. И он сдался, и я начала искать девочку. Первый муж? Нет. Первый, это второй Да, муж уже да, был, да. да? Мгм. Юль, но не в одночасье вы взяли ребенка, то есть вы к этому шли, к этому принятию, к этому решению вы шли долгие годы, да? Но в какой момент вы поняли, что вы готовы? Когда родился 3-й ребенок, и я сидела с ним дома, и мне казалось, что, ну, так, пусть вот этот маленький, еще какая-то будет маленькая девочка, и самое хорошее, самое удобное время для того, чтобы вот им посвятить время, дать им внимание.
Ну и в тот момент уже, да, согласился муж, согласилась мама, и я начала вот эти такие одержимые поиски, одержимые гонка. То есть вы шли в приемство совершенно абсолютно уверенной Абсолютно. женщиной, что все получится, что Да. возьмете ребенка, вырастите его, и никакие страхи вам были, как Нет. говорится, не страшны. Нет, и даже То есть когда вы- мне говорили об этом, в школе приемных родителей, когда мне говорят о том, что всякое может быть, я говорю, ни с кем угодно. А что со мной. говорили в школе приемных А родителей? что это очень, подумайте свою мотивацию, зачем вам это? И я хочу большую семью. И когда они говорили, у вас проблемы с мужем, у вас проблемы, они очевидны. Я говорю, нет, ну абсолютно нет. Вы что? Как вы можете вообще сомневаться во мне, в моей идеальной семье и в наших отношениях? Конечно же нет. То, как мы проходили задания, то, как мы спорили там сейчас, я сейчас это понимаю, насколько это очевидно. Сама работая с людьми, я понимаю, насколько это очевидно специалисту со стороны. Но с этими мыслями вы не остановились, не сказали себе, Юля, стоп. Вы все равно пошли в Да. это, и вы нашли Свету. Да. Как вы ее, где вы ее нашли, и почему именно на этом ребенке, Юль, вы остановились? Ну, тогда у меня тоже была идея про то, что детей нельзя выбирать. Надо, вот, ну, это не магазин. И я звонила в разные опеки, в разные области, в разные регионы, и нигде, ну, мне везде отказывали. И когда я позвонила в ту опеку, они сказали, да, есть. Ну, девочка непростая, но все можно исправить. Ну, на следующий день мы уже туда поехали. И даже меня не остановило то, что мне сказали, что было 3 кандидатов, которые приходили, смотрели, разговаривали, там приезжали и не брали. Писали Сколько ей отказ. лет было? 3,5. То есть 3,5 года она еще не говорила? Нет, она не говорила, и она даже, у нее настолько был не развит вестибулярный аппарат, она даже ходить толком, она все падала. И я помню свое раздражение. Уже тогда сразу начинаешь, потому что, ну, в смысле, ну, блин, 35 года ты должна уже ходить, ты должна... Да, свои-то дети все. Да, они же уже делают, Мгм. потому что они-то в другой среде. И казалось, что и здесь так должно быть. А оно начало как-то так проявляться, что нет, это здесь так не будет. Юль, ну вы же мечтали о девочке, о дочке, вот с которой вы будете, там, не знаю, платьишки примерять, вот косички заплетать. Вот это вот было сразу единение или нет? И потом оно у вас появилось? Оно появилось, но Света была настолько сложным ребенком, что, понимаете, как будто не оставалось. Ну, все силы уходили, ну, вот на какие-то вот бытовые, обычные, простые человеческие вещи, которые было невозможно донести. Вот так вот ложку держать надо, не знаю, вот сюда в туалет ходить. Ну, вот какие-то такие вещи, да, что вот элементарные, простые, вот простые вещи, и это было, ну, до самого... Это все равно раскол какое-то раздражение, да? То есть надо- Да. А ты понимаешь, что ты вкладываешь, у тебя есть какой-то ресурс свой, и 80% этого ресурса уходит. Ну да. И когда ты это говоришь 10 раз в день, у тебя уже не остается сил ни на игру, ни на Ну да. какие-то, ну, просто потому что ты сгораешь здесь, потому что есть собственный какой-то потенциал. И он вот таким образом расходовался. И мы по очереди, мы менялись, а ужас начался, когда она там начала ходить уже подготовительную, там в саду какие-то стишки задавали, потом их перестали задавать, потому что, ну, мы понимали, что мы просто всей То есть семьей. она не могла учить Не это могла. всё, да? И получается, Юль, что вот те ожидания, да, ожидания ребенка и ваши мысли, они стали уже в тот момент тогда, ну, как вот разрушаться, что ли, да? То есть вы перестали верить в свою эту мечту голубую, да? Я что перестала вот- верить в себя, уже там начала рушиться и идея про мое материнство, что я вообще всемогуща, смогу со всем справиться. Я стала встречаться с внутренними конфликтами, которые стали меня доводить до психосоматики, я стала сильно болеть. Юль, сколько сил вы, вот давайте там в процентном соотношении, сколько сил вы отдавали этому ребенку вот на тот момент? Вы знаете, мне кажется, 70%. И это тоже моя такая боль, что в это время мои кровные дети Да, вот, этого лишены. Мгм. Потому что все силы были брошены туда. Ну да. То есть вы поднимали Свету. Да. Тогда, в тот момент, у вас возникали мысли о том, чтобы вернуться? Никогда. То есть Вообще, вообще у меня даже- даже такого, наверное, точки кризиса или отчаяния у меня там не было. Но сил хватило еще на один шаг, Юль.
Да, да. Где вы нашли Артема и Вику? В Смоленской области. Но детки-то вот такие тоже непростые, я бы сказала так, да? Артем, какой вам там прогноз давали? Что ребенок ходить не будет, Да. говорить не будет, Ну, он был инвалид? четвертая или пятая группа. У него Да. ему ставили ДЦП, у него гидроцефалия, полинефрит обеих почек, и полинефрит, и поликистоз. Ну, как бы говорили о том, что ему Не прям жилец. совсем, ему прям чуть-чуть, да. Чуть-чуть осталось, и вы можете его потерять, да? Но вы вы же взялись, да, за этих детей, сказали, я смогу. Да, потому что всегда дети поддержали и сказали, ну, умрет хорошо, значит, мы похороним его уже у себя. Ну, мы его похороним. Ну, не там где-то, на каком-то сиротском кладбище, а ну, как-то это все будет через семью. И он менялся. И, конечно, я уже приняла решение, как будто вот все, что вот я забираю его, и в какой-то из дней звонит мне соцпедагог с дома ребенка и говорит: нет, вы знаете, Юля, у нас очень плохие новости. У Артема поликистоз обеих почек, и ему осталось очень мало. И это был удар. Кошмар. Это был такой серьезный удар для меня, потому что, ну вот как так? Ну, я не хотела верить, я не хотела соглашаться, я не хотела примиряться вот с этим всем, с этой данностью. Я звоню тут же маме, и она говорит, ну, я не знаю, ну, я не знаю, как тебе, какое тут решение принять. И приходят мои старшие дети со школы, и я реву. Просто для меня как будто вот все, мир оборвался в этот момент, перестал быть. И они мне говорят, ты чего ревешь? Я говорю, ну, вот так и так, вот с Артемом вот так. Они говорят, ну и все, мы все равно его возьмем. Ну, как будет, но он будет уже в семье. Взяли 2 детей. Ну, это же счастье. Они же, ну, по большому счету, когда уже Артем начал ходить и говорить, и это ваш успех, это ваша заслуга, правильно, Юль? Да. Это же вы же этого ребенка поставили на ноги. Вот вы сейчас, вот оценивая то, что вы сделали для этих ребятишек, вот что вы можете сказать как бы о себе? Вот что было вложено туда? Вот скажите, Юля. Ну, я могу тут только одно сказать, я сделала все, что могла. Так, что говорят вначале? Мотор идет? Да. Давай, повторяй. Мотор идет? Мотор идет. Идет мотор. Почему ты хочешь стать звездой? Потому что все на меня будут смотреть. А зачем тебе, чтобы все на тебя смотрели? Ну, чтобы понять, какие все-таки, Ну вот как чем ты... выглядят кинозвезды. Артем, скажи, а звезда должен какими качествами обладать? Что он должен уметь делать? Ну, он должен уметь петь, Так. танцевать. Чтобы Артема поставить на ноги, это же сколько вы прошли врачей, сколько вы прошли этих реабилитаций и всего прочего. Это сколько лет? Ну, наверное, Юль, в семье они прожили 3,5 года? Нет. Или больше? 5. Ну, практически 5. 5 лет, да? То есть Света прожила 7 лет, а Артем и Вика 5. Ну, никто не давал никаких прогнозов. С ними лежали в больнице, его везде всем показывали врачам. Ну, и тут самое, наверное, обидно, что мы ходили, добивались инвалидности, нам ее не дали, сказали нет. Ну, и вот какие-то такие, сказать, что где-то вот какая-то помощь от кого-то была, это есть вот иллюзия, да, что Да. ты же берешь, тебе же говорят, это государственный ребенок, тебе все везде будут помогать. И это такая иллюзия на самом деле, потому что, ну, нет, не было. Сказать, что вот это, мы все платные анализы, абсолютно все. Алексей, вы проводили такое серьезное исследование о причинах возвратов детей в детские дома. И хотелось бы все-таки, чтобы вы вот сейчас ответили на этот очень важный вопрос, такой емкий. Все-таки, что такое возврат? Какие его причины? Какие его этапы развития? Потому что, я так понимаю, он развивается, да? С чего-то начинается и во что-то это вытекает. А у нас действительно с Бюро добрых дел в свое время был такой проект. Мы брали интервью у экспертов, у родителей, в том числе у которых был опыт отмены опеки, скажем пока так. Да. Вот. И у некоторых детей, и потом опрашивали большое количество специалистов по стране для того, чтобы, ну, чуть лучше понять про
феномен того, что в народе называется возврат. Что мы, собственно говоря, поняли? Да? Мы поняли, что, в общем, существуют некоторые сценарии, да, которые характеризуют развитие событий, приводящих к этому моменту. Да? Вот. Они разные бывают, но есть некоторые такие как бы общие 3 трека, которые можно выделить. Они, может, не покрывают всего явления, но, в общем, они есть. Одна история связана с тем, что внутри семьи накапливаются какие-то трудности, да? Возникают какие-то конфликты, какие-то недоговорки, и растет внутреннее напряжение, например, у опекуна и у ребенка. Вот. Они накапливаются. Человек по каким-то причинам с ними ничего не делает. Он не обращается за помощью, он не находит каких-то конструктивных способов решить этот кризис. И в один момент это выливается в эмоциональный план, возникает, какой-нибудь там, не знаю, прям жуткий скандал, какой-то сложный, очень тяжелый момент, в котором может быть там, к сожалению, иногда и может быть даже какая-то агрессия, насилие и что-то такое. То есть такой эффект накапливаю, потом взрыва. Об этом прямо иногда так и говорят. Прям вот даже специалисты органов опеки, у них есть, чтобы не допустить взрыва, потому что мы прям это видим. После этого очень сложно бывает историю как-то дальше сгладить, потому что в этот момент люди могут что-то друг другу наговорить, что-то сказать, расстроиться, и где-то внутри себя, возможно, себя самого готовить к тому, что следующий этап — это этап разрыва, или не разрыва отношений, но перевод отношений в какие-то другие вещи. Это такой накопительный момент. Это то, что мы часто видим, наблюдаем, и те, кто занимается сопровождением приемных семей, об этом говорят. На этом этапе очень важно, вовремя обратиться за поддержкой, вовремя найти способ, как не накапливать, а как разрешать. Как эти вещи все-таки, из ваших отношений, их преодолевать. Что вам говорили в опеке? Есть же служба сопровождения? Как она вас сопровождала? Вот давайте об этом. Это интересно очень. То есть вы взяли таких сложных деток, в опеке знали, что у вас есть Света, тоже не менее. Да, они знали точно, какая трудная. она, потому что они когда мы приезжали, спрашивали, я никогда не врала, я всегда честно приезжала, потому что я понимала, что это может потом все в итоге как-то очень сильно против меня обернуться. Я всегда приезжала в опеку, честно рассказывала. Сначала, может быть, первые 2 года я скрывала как там все, а потом я честно приезжала и говорю, знаете, это очень тяжело. Прям реально очень трудно, очень тяжело. И как они реагировали? Сочувственно. Так, это тоже важно, что сочувственно. Да, жаль. Предлагали Да, вам? жаль, что, сочувствуем, понимаем. Если я тебя попрошу рассказать о твоей маме, что ты о ней можешь рассказать? Какая она у тебя? Добрая, веселая, она может помочь в каждом, что угодно сделает. Она всегда с тобой рядом? Почти, но просто я много работаю, а так она рядом. Подождите, вам ни разу за все это время не предложили, сказали бы, Юля, мы вам даем такого штатного психолога, который будет, например, общаться со Светой и с вами? Нет, наверное, предлагали. Предлагали, потому что там нужно было ездить в будний день в определенную, в рабочее время, в то время, когда я сама работала. Да. И вот в это время вы должны приехать, причем что, расстояние совершенно не близко. А что еще предлагали, Юль? Может быть, какая-то служба не знаю, служба спасения, передержки, может быть, в какой-то момент предлагали бы вам, давайте мы, например, Свету куда-нибудь в какой-то лагерь. Да нет, нас же тоже, помните, нас считали образцовой семьей, что у нас все хорошо. И оно как будто и правда так было. В какие-то моменты я падала, лежала, болела, но потом я все равно героически вставала и шла и делала. И так, чтобы прийти сказать, что, вы знаете, мне очень тяжело. Нет, я даже этого не чувствовала. То есть вы не говорили, наверное, помогите, да? Я и не говорила помогите, и я даже в тот момент я и не чувствовала. Когда я стала кричать помогите, и это было очень обидно. Когда я стала кричать «помогите», да. Меня запинали и сказали, ты сама дура, сама виновата. И в тот момент я понимаю, что когда ты очень уязвим, когда тебе очень тяжело,
Ну, я понимаю, наверное, почему я до этого и не обращалась. Ну, потому что там еще такой точки я не перешла. Там еще не было, там было выносимо. А когда стало невыносимо, когда все, я понимала, что вот все, я умираю. Я обратилась. И я обращалась к разным людям. А ответ везде был один. Ну, в министерстве мне ответили: вы там разбираетесь со своей личной жизнью, а вы детей вообще там что-то... Ну, вообще смотрите, чтобы у вас их и не забрали. Сотрудница опеки постоянно, когда я приходила... Вам угрожали, да? Не Вот угрожали, когда- да. Сотрудница когда- опеки, она говорила, что ну сейчас вы там выделываетесь, что у вас их вообще заберут. Я приходила, я плакала, говорю, не надо, мне и так очень тяжело. Очень многие родители говорят: я обращалась в опеку, выслушали, не помогли. Сказали, идите к психологу, дали какого-то бесплатного психолога, который не помог. Потом бесплатный психолог прошел, пошли к платному психологу. Она тоже не дала рекомендаций, те, которые помогли. И вот этот порочный круг, и человек, получается, не может, не находит поддержки. То есть она вроде бы есть, но ее и нет. Интересный момент. Я могу только допускать, почему так могло быть. Ну, первое. Дело в том, что этот процесс всегда двусторонним движением. Я могу быть сколь угодно сильным подготовленным специалистом, психологом, специалистом по социальной работе, сопровождению приемной семьи и так далее. Здесь очень важно, что он не может за вас это решить. Если этот вопрос, чаще всего к изменению ваших отношений, может быть, про то, как вам надо себя вести, воспринимать, как относиться к себе, к ребенку и так далее, это с вашей точки зрения. А если я, например, говорю, делай так, и ты так не делаешь, раз, два, три, потом говоришь, он не помог. Я не могу тебе помочь за тебя. Это, ты должен сделать определенные усилия. Это первый момент. Это то, что на стороне опекуна. А второй момент, он на стороне специалистов. Почему? Потому что это все-таки требует дополнительной подготовки. Знание особенностей складывающихся отношений. Там ведь все очень бывает непросто. Конечно. Есть истории, в которых у нас с вами в одной семье одновременно живут ниточки 3, 4, 5 разных семей. А значит, их истории. Там родственники, которые иногда пишут, звонят. Кто-то из тюрьмы, кто-то в состоянии алкогольного опьянения, там бабушка, там дедушка, там разные фамилии. Там бывает очень сложный, непростой организм, в котором переплетены множество судеб. И, конечно, в этом надо уметь разбираться и понимать, потому что те, кто, например, специализируется на сопровождении приемных семей, они уже какие-то вещи насмотрены, знают, понимают. Поэтому, возможно, не очень повезло специалистам, который бы в этом понимал. Но я допускаю и то, что, возможно, и работа, сама стратегия с семьей выстраивается, возможно, не до конца полно. Почему? Потому что, например, было бы полезно иногда работать не только с одним. Обычно, мамы активно, все на себя берут и так далее, а папы там где-то на периферии. А от него зависит. От него тоже зависит, потому что он важный участник. С самими детьми тоже можно иногда работать. Есть семейные форматы. Более того, есть форматы семейных конференций, когда и родственники, и друзья собираются для того, чтобы всем объединиться вокруг, возможно, какой-то текущей трудности. Нам очень важно этот, про сопровождение, этот момент понимать. К нему надо менять отношения, раз. Специалисты должны быть дистанционно и очно, два, потому что у нас в исследовании отдельный небольшой блок посвящен теме сельской. Там очень сложно к этому найти. Поэтому должны быть и дистанционные, и онлайн, и офлайн форматы. Причем разные. Есть лагеря для этих, есть какие-то клубы поддержки. Очень разные. Не только это консультирование в классическом таком, кабинетном формате. А плакали почему? То есть вы что говорили, что не справляешь, что тяжело? Или в чем причина? Что плакали? На тот момент мы развелись с мужем, муж воевал, долго воевал, причем не за самих детей, он там воевал за эти деньги. Дети были со мной, практически 5 дней, он там их на выходные забирал, снимал кучу видео, фотографий. Все это потом репостил, чтобы видели органы опеки, приходил туда, писал бесконечные заявления на меня, что дети все время с ним,
и что вообще надо ему их отдать. И он писал в министерство, он куда только не писал, он как только не жаловался. Писал жалобы на вас. Да. На тот момент вы вместе были или расстались? Нет, мы расстались, я забрала детей и ушла на съемную квартиру, потому что, он сказал, я буду с тобой воевать. Вот так. Да, и всё. Это когда вы взяли уже Артема и Вику? То есть это Да, произошло, вот уже спустя несколько лет, да. Он был очень жесток к ним. Вот так даже. То есть он мог их ударить? Один раз он ударил, и это был вот тот раз, когда я приняла решение, что это все. Вот не все взрослые, да, то есть многие достаточно занимают инфантильную позицию по жизни, многие не очень в ладу с собой, не очень понимают про себя, не очень понимают, что происходит, склонны к быстрым резким реакциям, и так далее, да, а на кону вообще уже серьезные вещи стоят, уже стоит их семья, их здоровье психологическое, ребенок вообще-то, его состояние, вот, к сожалению. Вот таких родителей, конечно, хорошо бы на первых этапах поддержать, хотя бы тем, чтобы объяснить, друзья, надо немножко потерапевтироваться, надо немножко разбираться с собой. Да. Откуда решение зреет, да, из травмы зреет, скорее всего. И поэтому это тоже важно понимать хотя бы, да, и оценивать свои силы, оценивать силы своей семьи. Юль, вы вините его вот в той ситуации, которая произошла уже сейчас? Вообще нет. Это его право было. Нет, я не виню. У меня есть ответственность моя, у него своя. Он пусть там со своей как хочет справляется. Угу. Из каких там почему он так вел себя, почему так, мне все равно. Тогда было больно, обидно. Потому что я на съемной квартире с кучей детей, он в огромном доме и пишет бесконечно какие-то... Он жил в доме, да? Он у вас собрал дом, то есть вы там не бывали в доме? Нет. Все, уже с детьми вы уехали? И он вам не предлагал переехать в дом? Нет, он говорил, он говорил, ты приезжай, конечно, живи, но рядом с ним уже на тот момент было невыносимо. Я говорю, и вот эти факты, как он себя вел по отношению к ним в том числе, для меня это было уже невозможно там находиться. Это уже было психологически настолько невыносимо. И для них, у нас даже Ника, Артем, не помню, кто-то из них писался долго, а потом мы уехали на съемную квартиру, и это прошло. Как вы считаете, все-таки в чем основная причина возврата? Все-таки это огромный комплекс всевозможных обстоятельств, которые могут повлиять на такое решение. Их очень много. Но вы знаете, к вопросу о том, как растет число, я бы, наверное, не сказала, что прям растет, что это прямо какой-то стремительный, неудержимый рост. Он, конечно, есть. Например, недавно я разговаривала с представителями органов опеки нескольких регионов, и они сказали, что у них не растет число возвратов. Это все зависит от грамотного размещения, грамотного подбора семьи для ребенка. Скажем так, основная часть причин может заключаться в таких понятных, наверное, вещах, например, как ожидание родителей. Поскольку пока еще система выстроена таким образом, что семья выбирает себе ребенка, полагая, что она может понять, кто ей нужен, кто ей подойдет, как она сможет справиться с этим, конечно, у этого есть свои, так сказать, последствия, потому что все-таки они должны совпасть, и семья, и ребенок. Подбор, собственно говоря, это очень... Лучше даже, наверное, ребенка под семью подбирать. Конечно, да? конечно. В идеале. Конечно, да. То есть и те, и другие должны иметь представление о себе, и специалисты должны иметь представление о них. И тогда это, в общем, наверное, может быть успешным размещением, скажем так. Отсутствие поддержки в процессе. Прохождение школы ШПР, к сожалению, не гарантирует успешной адаптации, успешного нахождения ребенка в семье, потому что все-таки это всегда терра инкогнита. Как бы ни готовился родитель, он все равно не может представить, с чем он столкнется, что его ждет впереди. Юль, когда стали приходить первый раз мысли о том, что вы не можете, вы не справляетесь, и вы хотите их отдать? Детей? Не, они не приходили. Они не приходили? Они вообще никогда не приходили, такие мысли. И если бы мне кто-то сказал, например, в апреле об этом, и когда-то мне дети мои, взрослые, старшие, говорили о том, что
ты видишь, что ты не вывозишь? Не, я справляюсь. Но за это же время, Юль, появился Гриша, да? Да. Вот когда после И это было, да, это такая любимый была человек, надежда, да. да, и благодаря ему это стало, ну, такой верой, что, несмотря на то, что там вот эти разборки, этот там развод, казалось, что здорово, у нас теперь есть семья, и Гриша, он безумно любил этих детей. Он столько им давал, он так в них вкладывался, он разговаривал постоянно со Светой, он научил ее эмоционально, импульсно там, не выбегать из комнаты, когда ей что-то нужно. Он научил ее говорить о своих, озвучивать свои какие-то потребности, просьбы, желания, не обижаться сразу, не сбегать. Для него это было так. Он приходил с работы уставший, он садился, он забирал там их из сада, или там со Светой вечером делал уроки с ними, разговаривал, гулял, играл, рисовал, и он выдыхал. Это не очень моя история такая. Как его дети вообще воспринимали? Как они к нему относились? Они Как с называли? удовольствием, они очень скоро, прям, не знаю, в течение там, первых 2 недель и начали называть его папой. То есть он правда играл, и они вели себя с ним очень спокойно. Как-то он очень-очень был добрый. Брать их там, чтобы меня... Он заботился обо мне, он оставлял часто меня, там, например, давал мне выходной, все, ты побудь одна, а я там поеду с ними, погуляю. И тогда мне появилась сфера, что неужели наконец-таки в моей жизни Просвет. Просвет, что все будет спокойно, все будет хорошо, что мы будем справляться вместе. Юля, что случилось? Что сжало-то эту пружину? Он не мог оформить документы. А мог ли он быть опекуном, если вы были не расписаны? Мы расписались. А, вы расписаны? Да, мы расписались, и после этого уже как бы весь этот, как бы пока мы жили год, он занимался ими, там речи не было об этом. И потом, когда мы уже расписались, пришли как бы в опеку, он пришел, я пришла, говорю, вот так и так. Они видели, мы участвовали в конкурсе, даже в каком-то там нашей службе сопровождения, все видели, как у нас все хорошо, все сами замечали, как дети изменились, как они расслабились, какие они стали, спокойные, такие по детям видные. И все это видели, и опека в том числе. И когда мы начали этот процесс, и вот там началась вот какая-то адская история, он месяцами, просто он ездил, он не работал. Принеси вот такую справку, принес, нет, это не подходит, принеси другую справку. Потом вот такую, нет, а это вот вообще не такая. И как раз там началась вот эта ковидная история, и он какими-то чудесами там просто попадал к каким-то врачам, каким-то записям, как-то записывался на прием, но там было не угодить. И когда он что-то там в очередной раз принес, они ему сказали, нет, вы знаете, мы уже написали вам отказ. И вы его подписали уже. Он говорит, такого быть не может. Нет, вы подписали. В какой-то из раз он пришел, какой-то ему там подсунули документы. Он говорит, вы уже, мы вам отказали, а вы согласились с этим, что мы отказали. И наконец там 48-я справка оказалась какой-то подходящей уже от Министерства здравоохранения. И ему тогда уже сказали, что хорошо, но только теперь надо через суд, восстановить, потому что мы уже отказали вам. Ничего себе. И вот он там нанял адвоката, юриста, он пошел в суд, и я пошла с ним на это заседание, потому что мы думали, что это формально, как бы опека сказала, что это формально, это просто, мы уже не можем сами отменить своего решения, поэтому мы придем на суд, мы скажем, какой вы замечательный родитель, вы скажете, вот что вы занимаетесь этими детьми, но это формально, как бы мы аннулируем, там судья аннулирует это постановление, этот отказ, и все оформлено. Но то, что началось в суде, это было очень неожиданно, и там как будто стали вынимать какие-то истории, вообще вообще какие-то, сейчас даже не могу вспомнить, но какое-то поливание каким-то помоем просто. И я там не выдержала, я говорю, за что так? За что? А какие претензии были, Юль? Какие-то должны быть весомые претензии, что в чем вас обвиняли? Что она говорила на суде, я уже не помню, потому что она только открыла рот, и я поняла, что все идет не так, как говорили. И все, и я там начала, тогда первый звонок, наверное, был, это как раз, наверное, было в марте.
как будто вся накопленная внутри меня боль, и вот эта какая-то безысходность, бессилие, оно вырвалось наружу. Потому что тогда уже как будто я чувствовала вот это, такую хроническую усталость, уже невозможность. И в том числе и документы, и деньги, которые бы получал Гриша, они должны были мне быть подспорьем. Да, няня, хорошая, оплачиваемая, которая, ну вот не такая, которая там приходит как-то там, да, что гарантирует, приходит няня, которая забирает детей, потому что они ходили к логопеду, они ходили на разные кружки. И мы там то сами, то какую-то няню, то еще что-то. И мы рассчитывали на эти деньги в том числе, что они нам помогут, ну, как-то вот организовать свой быт, чтобы, ну, правда, не за свой счет. Да. В тот момент я уже понимала, ну, хорошо, если я там отчитываюсь, если я должна эти дурацкие отчеты ходить писать, если я прихожу, каждый раз что-то должна рассказывать в опеке про детей, ну, значит, это государственные дети. Ну, так и если мне это положено, так я должна это получать. Почему я должна свои деньги убиваться, работать, чтобы покрывать затраты на тех детей, которые мне как бы дало государство, как бы на содержание. Ну, так и давайте мне эти деньги, которые мне принадлежат. Потому что содержание ребенка в детском доме в десятки. Я смотрела на эту тему и удивлялась, сколько стоит содержание ребенка. Непонятно, какое содержание абсолютно. Сколько? Ну, это цифры в 10 раз выше, чем платят приемным родителям. И содержание детей, конечно, учреждение, при том, что совершенно какие туда дети выходят. И это совершенно невозможно было сравнить то, что там дает приемная семья. И мы хотели получить своего. Я не хотела каких-то там супер льгот или супер каких-то там требований. Нет, дайте, пожалуйста, то, что нам положено. И когда я на суде поняла, что никто не заинтересован вообще в этом, и тогда у меня как будто все, что-то я начала рыдать, и судья просто сказал, выведите ее из зала заседания, потому что она вообще неадекватная. Да, меня вывели, и я рыдала просто там 1,5 часа, это было вот как первый такой выдох, что я как будто я начала рассыпаться. Вы знаете, это была, я справляюсь, все могу, я все справляюсь. И там я увидела, что все. Еще что произошло? Злость какая-то или что? У меня? Нет, да, у меня что? бессилие. И тогда я написала уже начальнику опеки, я говорю, слушайте, что вы хотите? Вы же понимаете историю мою, вы понимаете историю моих детей. Ну, вы знаете, как я справляюсь, как бы с этим, да, ну, пожалуйста, не надо меня добивать. У меня есть переписки все эти. Говорю, не надо меня добивать, я вас прошу. Мне и так, мне сложно. Ну, как бы не настолько, чтобы там думать про что-то там, да, но мне тяжело. Не надо. Ну, как-то так. Это все. И потом мне кто-то посоветовал, говорит, ты напиши там, в министерстве хорошие люди, они откликаются. И я написала длинное письмо с просьбой, что, пожалуйста, я ничего не хочу, я не прошу, ничего не помню, я просто прошу, не мешайте, не трогайте меня, пожалуйста, у меня нет ресурсов, сил сопротивляться. Я вот живу, я со своей семьей, я справляюсь, как справляюсь, дети, вы видите дети, да, они психологически, психически, физически, они развиваются, все везде хорошо, по всем показателям мы превышаем норму, потому что я вижу, даже домашние дети хуже там справляются, чем вот эти дети, которые так хорошо компенсированы, пожалуйста, не трогайте. И пришла такая системная, такая холодная, такое письмо о том, что вы там со своей жизнью разобраться не можете, мы вообще, вообще подумаем, что не причиняете ли вы своей личной жизнью вред детям. Это было такое уничтожающее письмо. Как будто тогда у меня была надежда, что там услышат, там поддержат, там хотя бы как-то разберутся. Нет. Они разобрались, там сказали, ты сама дура, сама виновата. И все. То есть после того, как вы написали письмо, естественно, об этом стало известно, да? То есть, что вы да, конечно. Она потом, эта специалист опять приехала к нам домой с очередным актом обследования, пришла мне, начала говорить, почему вы жалуетесь, почему вы так себя ведете, почему вы это выносите, все. Я говорю, зачем? Говорю, зачем вы? Зачем вы так? За что вы со мной? Я ничего, я все делаю нормально. Я ничего, вы все придумываете, у меня нету никакого процента отношения. И там уже участников было в этой истории 1 миллион человек, уже все об этом все знали, все видели, служба сопровождения видела, и я приходила, рыдала в службе сопровождения. И все это. Служба сопровождения, она где вообще находится? Это там же при опеке? Нет, она находится рядом с детским домом, не при опеке, но, естественно, они связаны недалеко. Вот в таких ситуациях
Возврат – это единственное решение или можно было все-таки его предотвратить? Мне что тоже кажется важно иногда понимать, чтобы, как говорят, знаете, в народе, чтобы с ума не сходить. Да. Значит, момент, когда отношения разрываются, может такое быть? Может. Конечно. По разным обстоятельствам. Понятно, что это не то, чего бы мы, например, хотели. Понятно, что это, ну, такой инцидент, который бы, ну, сейчас в целом все про то, что это какой-то крайний сценарий. Вот на этом все сходятся, что это некоторый крайний сценарий. Но иногда из-за того, что мы считаем это крайний сценарий, это нам же и губит. Потому что, когда говорят, вот у меня сейчас проблема, и народ как бы теряется, система не знает, что предложить, начинает бояться. А вот, понимаете, на такой вот это, на страхе очень сложно решить. Там должны быть люди, которые спокойно будут с этим работать, спокойно будут воспринимать. Мне очень, конечно, жаль, что там в конкретном регионе, конкретное министерство и прочее не смогло найти каких-то способов поддержать родителя, который пришел за помощью. Это что редко. Да. Вот. Это грустно. Это грустно. И грустно, что она, может быть, не смогла найти такой поддержки в сообществе, среди коллег, там, психологов и самостоятельно. Вот. Но в целом, что надо понимать? Иногда, возможно, и это печально, это так, но, возможно, это лучшее, что может дальше быть. Почему? Ну, по многим обстоятельствам. Жизнь меняется. Вот что важно понимать. Вот сейчас иногда любят, вот мы должны всех заранее оценить, и вот вся надежда на какую-то предварительную оценку. Всем надо понимать, семья – это живое сообщество. Оно живет. Заболели, что-то изменилось. Я меняюсь. У меня меняются взгляды на жизнь, цели, осмысления. Пришли какие-то потрясения, изменилась финансовая ситуация, кто-то умер, скончался. Стресс может любой прийти. И ситуация меняется. И то, что я когда-то справлялся год назад, 3 года назад, 4 года назад, я оказываюсь, у меня нет сил. Я не справился. И, человек может не справиться. Человек может не хватить сил, особенно когда зашкаливающие нагрузки. Вот вы, например, говорите, расстались с мужем. Развод по всем шкалам это, это один из самых высочайших уровней стресса. Да, например, дети растут. Если вы говорите, например, старше 10 лет, подростковый возраст – это возраст, чаще всего в котором возникают истории. Начинаются трудности, а потом с маленькими, они не родные, там свои могут быть какие-то дела и какие-то, видите, тут можно даже далеко не ходить. В общем, понятно, еще какая-то история. Кровные свою могут вносить, поддержали они, не поддержали, все очень по-разному. И гарантий никто вам не даст, ни одна система диагностики и все. Единственное, что можно дать, это то, что у нее мог бы быть рядом человек, которому она доверяет, специалисты, которые могут это предугадывать, смотреть и все. Почему? Потому что если я, например, знаю, что у меня в приемной семье сложно сочиненный, на самом деле, вот то, как вы рассказываете, девочка, близнецы еще тоже, это всегда близнецы, это еще, они еще, разнополые, там происходит, и там, например, развод, а так и происходило. Вот там, например, развод, да, то это уже на самом деле маркер для того, чтобы, если бы я, может быть, занимался и знал бы про этот случай, я бы сказал, слушай, не хочешь поговорить? Почему? А что такое? Вообще, тут сейчас такой момент. Да ладно, давай. Понимаете, да? Это уже звоночек. Вот, но у нас нету такой инфраструктуры, это я вам рассказываю, знаете, какие-то немножко... Идеальную такую Идеальную. Она иногда срабатывает, но в идеальной картине, везет, да. конечно... Нужные люди попадаются, да? Да, вот это надо чувствовать. Почему? Потому что, конечно, это все накапливается. И понимать, что есть нагрузки, которые не выдерживают даже самые крепкие семьи. Есть такие нагрузки. А что мы имеем дело сейчас, поддержкой кровных семей? Все было хорошо, пока не заболел муж. Да. Понимаете? Онкология. И у вас сразу, например, мама никогда не работала, муж заболел, стал нет. Они вдруг из тех, у кого все было, там много детей. Много детей содержать очень сложно, это деньги и так далее. И одно, другое, третье, и снежный ком. Оно же все идет, знаете, в такой воронке. И если ты вовремя не начнешь это все разворачивать, порой может, я не знаю, десятки людей собраться, помогать семье, и может не получиться.
Просто вот Плакала. сейчас не вижу проблемы, Юль, ну вот не вижу. Не дали опекунство Грише. Что-то там сказали в опеке, да? Ну, то есть, по большому счету-то ничего страшного не произошло. Если в контексте просто, если Вот бы когда вот все было смотришь, хорошо, да. вот если бы все в моей жизни было в принципе хорошо, вот я жила бы, не знаю, в своем жилье. У меня не было никаких разводов, не было никакого надрыва, ну вот этого я справлюсь. Если бы как-то все ровно было, да, то как будто совокупность всего. Совокупность там, того, как росла Света и насколько тяжелее с ней становилось, все тяжелее и тяжелее. И Ну, не могла бы стать как бы причиной проблема финансовая, правильно? Нет, То есть, конечно. Что там, нет. Да вообще там даже финансы, это были вообще Ну да, десятая там история. Нет. Это было именно очень такой мой уязвимый период, когда мы все вместе пытались справляться. Пыталась справляться мама, она очень сильно помогала. Она, мне. конечно, она же с детьми была. Да. и- Пыталась справляться, ну, пыталась нам помогать. На выходные приезжала мужа, мать, она тоже сидела с детьми. Мы все вместе пытались справляться, и всем было как-то тяжело, потому что Света, правда, даже мужа, мать, она такая очень, очень любящая детей, очень такая спокойная, очень выдержанная, такая устойчивая в этом плане женщина. И она уже не справлялась. Она тоже говорила, что я прям после дня проведенного, я 2 дня лежу, восстанавливаюсь. Это совокупность. Это нельзя сказать, что это одно. Если бы что-то было из этого одно, я даже не заметила бы, наверное, всего. В совокупности, когда сначала одно происходит, тебя выбивает почву из-под ног, потом второе, потом третье, и после суда Гриша, запил. И он сказал, я больше не могу, потому что я с тобой, я не вывожу историю с детьми, с тобой ты там много работаешь, тебя мало, ты, естественно, мало мне внимания уделяешь, а зачем мне все это? И как будто идея семьи тогда уже так начала трещать по швам, мы все старались, а как будто все равно ничего не выходило. Все из последних сил. Вот последних мама, как мне 65, уже мне сил нету. Она свекровь, и Гриша, и я. И как будто мы все вместе дружно старались, и нам нужен был бы кто-то, кто нам помог, хотя бы чуть-чуть как будто разгрузил или, не знаю, поддержал. Но получается, что никто не поддержал. Никто не поддержал. И когда он запил, сказал, все, я просто не смогу. Я не смогу выжить рядом с этим всем. И он ушел. А что было причиной? Причина уход Гриши? То есть страшно было потерять мужчину? Выбило то, что он ушел? Нет. Разочарование. Это самое больное, что может быть. Когда ты платишь высокую цену, что ты делаешь? Ты веришь. Ты веришь, у тебя есть какая-то цель, ты идешь к ней, ты платишь за этот путь, что-то много ты проживаешь там. Но все же получилось, Юль. Дети же выросли, дети уже... Нет, они не выросли, они совсем не выросли. Я поняла, что я одна, мне надо работать. Паника такая, да? Бессилие. Мне не было паники, это было бессилие. Известно цифры, сколько детей сейчас возвращаются обратно в детские дома? Знаете, Галина, здесь на самом деле сложно сказать. Значит, во-первых, статистика, конечно, собирается сложно, опять же, в силу представления о прекрасном, о цели, смысле и способах ее сбора. Во-вторых, ход и движение детей в банке данных, он достаточно, достаточно активный. Ребенку меняют статус. Быстро меняется. Ребенку меняют статус, потом приобретает он статус человека, ребенка, нуждающегося в семье, потом восстанавливаются, допустим, родители в правах, он уходит туда, потом они не справляются, и вот так вот все это. Что считать отказом, возвратом, что считать, да? Поэтому, к сожалению, многие специалисты считают так, как они это понимают, и это, в общем, конечно, влияет на, собственно, качество этой статистики. Вот на 100 решений о приеме ребенка в семью 7-9 отмен этих решений. Вот примерно вот такая статистика. У нас в фонде она чуть ниже. Относительно недавно, несколько лет назад, объявляли цифру 9%. У нас было 7 по нашей базе данных.
Я поняла, что я одна, у меня есть 3 детей, 2 пойдут в школу. Света случилось уже такое раннее половое созревание. И я поняла прекрасно, что я не справляюсь. И я встретилась с какой-то знакомой своей, да, давней. И я начала рассказывать ей. Причем не про детей, а про себя. Просто говорю, вот так как-то что-то со мной происходит. Говорю, я не могу понять, я просто лежу. И мне уже надо их забирать от мамы, потому что мама тоже звонит, говорит, уже, слушай, несколько недель прошло, я уже тоже не могу забирать. А я понимаю, что я не могу. И я приезжала, их забирала на выходные. Я привозила их, а я лежала. Ну, и все, я понимаю, что я не могу. Они же ждут меня. Я должна выйти, что-то дать. Какую-то любовь, какое-то внимание. А я понимала, что ничего дать не могу. Я ничего не могу дать в какой-то момент, когда они в очередной раз приехали. Я проснулась ночью в жуткой панической атаке, просто жуткой. И я просто поняла, что я подхожу к балкону, и я поняла, что меня останавливает. Ну, вообще, я не знаю, меня наверное, останавливало, что я была в ночнушке, потому что если бы я была в пижаме, мне кажется, я бы вышла такая, наверное, что-то там как-то лежать. Так. В таком виде такое себе будет. Как будто это меня там остановило, и я поняла, что что-то вообще происходит не то. И через несколько дней я сходила к психиатру, я говорю, слушайте, что-то мне прям страшно. Но обнаружить себя там стоящей на балконе, что-то какая-то такая история. Она сказала, да, у вас реактивная депрессия. Выписала мне антидепрессанты, и потом через какое-то время встречаю эту знакомую, она говорит, слушай, как-то мы с ней просто поговорили, очень мудрая, такая взрослая женщина, она говорит, посмотри честно, что ты можешь дать. И как будто в тот момент впервые я поняла, что самое главное, то, что им сейчас нужно, это любовь. А мне ее дать неоткуда. И как будто всей своей жизни была настолько истощена, что дать мне было нечего. И это было очень нечестно по отношению к ним. И нечестно оставлять, и не давать, и нечестно отдавать. Когда я сказала, говорит, просто... Да, это очень жестко. Наверное, это жестоко. Но как будто это единственное возможное. Иначе просто ты в какой-то момент все равно не выдержишь. И кому будет хорошо от этого. Это было очень больно. Но, с одной стороны, знаете, как будто об этом до этого момента ни разу вообще в ту сторону даже не думала и не смотрела. Вообще ни разу. Никогда в жизни. И я несколько дней я просто рыдала, не приходя в себя. С одной стороны, как будто чувствовала, что это выход. С другой стороны, такой выход. Он как будто был вообще невыносимый. Не представляла, как это возможно. Но дети же не виноваты, да? Нет. Когда этот разговор с детьми, когда я устала сказать, что я заболела, я психически совершенно неустойчива, я им сказала, что это не вы. Абсолютно не вы. А как вы с ними разговор составили? Как вы им сказали, что... Они уже видели, они же понимали, что... они же видели, дети всегда чувствуют и видят, в каком состоянии мама. Они понимали, что что-то не так. Они даже меня не трогали уже последнего, они даже не подходили ко мне. Хуже ничего нет, когда папа есть физически, но эмоционально ее нет. И вот эта грустная история, когда семьи набирают большое количество детей, а эти дети ничего не получают, кроме функционального обеспечения. Покормили, надели портфель, в школу отправили, все. Это вырастают такие же травмированные люди, вот такие. Вы не хотели дать себе передышку, время какое-то на то, чтобы осознать все-таки, что с вами происходит, и на время обратиться к кому-то, да, чтобы вам помогли? А в тот момент уже кому? К кому вы обращались? Когда я обращалась до этого в министерство, когда я обращалась в опеку, и меня послали даже с меньшей проблемой.
я не знаю даже, кому я обратилась в фонд. И фонд мне сказали, ну там, когда-то там, через вот сейчас майские праздники, там, когда-то там какой-то психолог там с вами говорит. 3 раза я после этого еще звонила, писала, ну, были майские праздники. Я все это время лежала с антидепрессантами. И как дети? Дети это услышали, и как они отреагировали? Плакали, мы все плакали. Ну, все, как будто, знаете, для всех это стало. Что вы сказали? Я сказала, что я заболела, я так сказала, что я, ну, и у меня справка до сих пор есть, что я состояла, ну, что я там, да, наблюдаюсь у психиатра, что у меня нервное истощение. Я сказала, что я заболела, и мне очень больно, очень жаль, и что так. Я пошла в опеку. Я сама как, не только как специалист, но и сама как приемный родитель, понимаю, что действительно система помощи развита слабо. Особенно для тех родителей, которые находятся в выгорании, которым плохо, которым тяжело. И тут как будто бы им очень мало что могут предложить. Ну, там гипотетически есть психолог сопровождения, но часто он, во-первых, загружен очень сильно и не может выделять столько времени, сколько требуется человеку. Во-вторых, часто это какой-то психолог, который очень удаленно находится, если мы говорим про регионы, вот, до которого еще там 100 километров добираться на автобусе, там, чтобы на 30 минут пройти какую-то там сессию или о чем-то поговорить, и фактически он оказывается вообще недоступным. Вот, может быть, тут как бы стоило бы поднять вопрос о онлайн каких-то, да, возможностях общаться с психологом, которых сейчас пока еще либо вообще не существует, либо минимально развито. То есть эмоциональная поддержка, вообще отсутствует всякая физическая практически поддержка, ну, то есть в каких-то зачаточных состояниях, потому что иногда маме просто в буквальном смысле там надо, чтобы ей, ну, физически кто-то помог сводить куда-то детей, да, что-то сделать, да, для того, чтобы ее чуть-чуть разгрузить, если ей действительно очень-очень тяжело и плохо, и она не справляется. Вот. Поэтому я охотно верю, что она искала помощи и не нашла ее, по крайней мере, в достаточном объеме. Может быть, какая-то помощь и была, да, но в том объеме, чтобы она с кризисом справилась. Да, вообще нету какой-то медицинской поддержки для людей, которые находятся, например, ну, у которых стартовал депрессивный эпизод. А, на мой взгляд, я работаю очень долго с приемными семьями. Депрессия, выгорание и последующая депрессия – это одна из основных причин возврата детей из приемных семей. То есть, когда человек просто не справляется, он истратил все свои внутренние ресурсы, он даже заболел, да, он даже думает о суициде, но не хватает у него сил с этим справиться. И медицинской помощи как таковой никакой, и скорее наоборот, она даже табуирована, потому что если обратиться в местный психдиспансер, да, то это учет, то в дальнейшем не дадут возможности еще брать детей, то какая-то любая справка, да, станет камнем преткновения, что ты вот там наблюдался на учете где-то. Вот. Поэтому, какой-то не такой. Поэтому скорее наоборот, родители будут избегать помощи в таком случае. Вот. Это надо развивать и предлагать какие-то программы, проекты, связанные в том числе психиатрической, не только психологической, но и психиатрической помощи приемным родителям, да, и чтобы это не табуировало, не стигматизировало, да, вообще приемное родительство в дальнейшем, и конкретных родителей в частности. А дети как? Ну, вот что вот вы сказали, и как они? Никак, знаете, тут У них как не будто... было истерики? Нет, мы все поплакали, мы все дружно поплакали, они плакали, я плакала, мама плакала, мы все вместе сидели и плакали. Ну, мы поплакали, и потом поняли, ну, как будто, знаете, когда висит что-то в воздухе, топор, и все ходят в напряжении. Мама устала, Гриша устал, я устала, сдалась, все сдались, и дети устали, потому что они были то у него, то у меня, то у мамы, и туда-сюда, и уже как будто, вот знаете, в момент просто как будто вот что-то кинули так, на семью, и она вся как карточный домик, все развалилось, все, что собиралось каким-то образом, и все рухнуло. Ну вот эта история, вся та же история произошла. Но ведь от своих детей же мы не отказываемся.
Ну вот когда раз уходят мужья, там еще что-то, приходят, там появляются мужчины, происходят какие-то проблемы на работе, остаемся без денег. Но есть наши дети, мы их не отдаем. Да, потому что мы на них, правда, несем тотальную ответственность. И, наверное, если бы эти дети были усыновлены, я бы, наверное, тоже так не сделала, потому что тогда я приняла ответственность. А если государство говорит, что это дети наши, вы должны отчитываться за это, вы должны находиться в напряжении, вы должны бояться, вы должны постоянно приходить, дебильные отчеты писать, никому не нужные, и врать. Ну, значит так. То есть, значит, они все равно, Значит, они все равно государственные дети. Нет, они для меня не были государственными детьми, но государство как будто так выстроило, что они же не отдавали мне их, ну вот в тотальном, да, и я их не усыновляла, потому что, ну сейчас я уже там не помню, почему, как-то там, почему это так. В какой-то момент кто-то мне сказал, там даже в сопровождении, что ты будешь терять деньги, дети сложные, тебе надо еще восстанавливать их и восстанавливать. Наверное, может быть, отчасти это был вопрос, потому что, правда, все деньги, которые я получала, я вкладывала в них и даже больше. Если бы я об этом думала, если бы хоть раз в жизни мне бы приходила эта идея, что это мои дети, я могу от них отказаться, так, тогда со мной никто не жил. Ну, как будто я тогда ни для своих, ни для каких, рядом со мной никаких детей не было тогда. Потому что, стоя на балконе, не думаешь ни про каких детей. Ты думаешь только о том, что как тебе невыносимо. И там от своих, ну, наверное, я вышла в окно, мне было плевать. Мои, не мои, чужие, какие это дети, мне все равно. Потому что в этой точке ты думаешь, как тебе избавиться от этой боли. От бессилия, от невозможности. Мои дети жили у бабушки. И тогда я отказалась от всего вообще. Не то, что от детей, я отказалась от всего. А опека, что вы им позвонили, что сказали? А на мое счастье, как раз тот специалист, где-то там она была, не знаю, в декретном отпуске, где-то ее не было, и я пришла к начальнице, и она говорит, она увидела мое состояние, она сказала, ничего, ну я за это ей очень благодарна. Как раз существуют некоммерческие организации, да, фонды, которые на самом деле работают на земле, которые имеют очень неплохую экспертизу, в отличие, кстати говоря, от замечательных специалистов в области психологии, психотерапии, но которые не знают специфики работы с детьми нашего, так сказать, с нашими детьми, так уж назовем их нашими. Это все-таки специфика. Ну, могу сказать так, к нашим психологам обращаются родители, их можно разделить условно на две категории. Те, которые ищут решения и вовремя отмечают, что что-то происходит, отслеживают, да, как бы процессы. Безусловно, это непростая история. Безусловно, приходит новая планета к новой планете, да, и они начинают каким-то образом взаимодействовать со всеми своими опытами, со всеми своими сложностями, травмами, ранами, памятью, да, событиями. Вот все вот это теперь сходится в одну историю. Безусловно, сложно. В этот момент, конечно, нужно за собой наблюдать. Нужно наблюдать, что происходит, как меняется настроение, что на это влияет, что выматывает, что дает силы. Да, потому что недаром в школах приемных родителей обязательно говорят, посмотрите, пожалуйста, на свой круг поддержки. Это пригодится вам очень сильно в первые там, полгода, год, да, когда ребенок придет в семью. Ваш круг поддержки. Условная ситуация, когда мама является, так сказать, драйвером процесса, да, по усыновлению, например, или по приему ребенка в семью, муж против, дети против, а ей одной с этим не справиться. Когда ее семья не поддержала, ну, то есть, и, к сожалению, это вот тоже вот один из таких вот факторов, да, когда он может повлиять на возврат ребенка. Все сигналы дискомфорта, они будут стопроцентно, обязательно отрабатывать с психологом прямо в процессе. Не завязывать это в такой узел, да, который придется потом только разрубать. Так вот, психологи говорят, что некоторые родители, к сожалению, приходят на последнем, на финальном этапе своего выгорания, когда они уже не готовы обсуждать, они не готовы искать решения, они просто хотят заручиться поддержкой в своем решении, что они точно уже не могут. Вот. Поэтому самое главное, конечно, не допускать этого выгорания. Ну, профилактика – это классическая история. Понятное дело, что в моменте сложно. Многие родители боятся обращаться за помощью. Многие надеются, что они справятся и как-то преодолеют.
Многие ждут, пока ребенка, скажем так, отпустит, да, вот это состояние. А дети, к сожалению, да, не то чтобы к сожалению, это такой, в общем, естественный процесс, они раскрываются в семье. А там они раскрывают и свою боль, там они раскрывают свой страх, да, и как бы насколько семья это сможет выдержать, это, в общем, большой вопрос, правда. Поэтому, конечно, здесь важно, чтобы специалисты были рядом. Почему я заговорила о том, что отсутствие вот такой поддержки, когда мама или папа могут прийти к специалисту, которому они доверяют, которому они могут все выдать, не стесняясь, не боясь, что они какие-то слабые, неправильные или еще какие-то. Вот просто честно сказать, что происходит внутри при этом. Вот тогда это могло бы быть подспорьем. Но, к сожалению, вот недостаточно этих специалистов. Психологи, к сожалению, не все умеют, точнее, с этим работать. К сожалению, иногда играют не очень хорошую службу, потому что, не понимая процессов, да, которые происходят в ребенке и с ребенком, они ставят вот такие шаблонные выводы, делают и ставят диагнозы, которые, в общем, на самом деле не всегда соответствуют действительности. Есть огромная поддержка в сфере сообществ, вернее, в сообществах приемных родителей, когда равный равному. Вот приемные родители точно могут рассказать, что на самом деле бывает, как они это преодолевают, что то, с чем, например, приходит, там, не знаю, расстроенная мама, новая такая, да, скажем так, новоиспеченная, что это цветочки, а ягодки могут быть еще и впереди, а может и не быть. Ну, то есть вот такие вот вещи очень важны. Например, в нашем фонде мы не можем назвать это службой сопровождения, но мы такая экстренная помощь, которая, собственно, ориентирует маму или папу, да, что происходит. Что вот это нормально, это ненормально, давайте вот здесь вот что-то надо к специалисту. Ну, то есть вот как-то дает такую небольшую карту действий. Вот. И в нашем фонде, например, консультируют исключительно специалисты с опытом приемства. Это важно, потому что эти люди понимают, о чем они говорят. То есть она не стала вас переубеждать? Нет, она увидела, в каком состоянии пришла. Она просто видела по мне, она говорит, все, давайте просто, пожалуйста, теперь подумаем, как это сделать, ну, для них безопасно. Я говорю, да, тут вопросов нету. Ну, как бы, боже упаси, там, только не через учреждение, там, сколько надо будет, не знаю, хоть год, хоть полгода, хоть месяц, хоть, там, хоть сколько, они будут со мной, пока вы не найдете им семью, которая сможет их любить. И просто по моему состоянию это было видно, что... Ну, не, она, конечно, она предложила, может быть, мы возьмем там куда-то там кому-то через какую-то семью, там еще что-то. Ну, я ей благодарна. Она предлагала, ну, как говорила какие-то варианты, но она видела, это, знаете, как будто было... Ну, она предлагает, но она видит, что, знаете, как это мертвому человеку, как припарка. Ну, можно, конечно, тут подорожник мертвому человеку предложить, ну, вряд ли ему это поможет. То есть никакая помощь на тот момент вам, в принципе, она уже была не нужна? Все, тогда. уже как будто все были пройдены уже эти все, эти как будто вот эти какие-то точки, на которых еще можно было. Наверное, эти точки были там где-то, когда я писала в министерство, когда-то там это было в январе. Наверное, может быть, тогда бы что-то... Ну, хотя там идей не было, там мыслей не было, но там было достаточно пронзительное письмо про то, что, слушайте, мне и так непросто, дети непростые. Пожалуйста, ну как-то там, я не знаю, поддержите, помогите. Хотя бы просто не трогайте извне. Юль, ну, получается, они не стали родными? Не стали? Стали родными, и из любви к ним я так приняла такое решение. Это честно. Это честно по отношению к ним. Понимаете, выгоревшая мать. И когда всех матерей, много у меня всяких разговоров с разными людьми было давно еще, когда они говорили, вот, мы ненавидим женщин, которые оставляют своих детей. Я говорю, я испытываю благодарность к этим людям, что они не убивают детей. Они не изображают из себя матерей. Мне кажется, это так честно. Это пронзительно честно, когда ты говоришь, заберите, я не справляюсь. Я ничего не могу ему дать. Чем я буду растить какого-то Чикатило или какого-то, ну, такого прямо социального, больного, психически нездорового человека. Заберите у меня его, справьтесь, я не справляюсь. Это очень честно. И для меня это про честность. Из большой любви иногда, знаете как, если любишь, отпусти. Это больно. Это, знаете, как, наверное, в тот момент тоже снилось притчу Соломона, когда пришла мать
родная и не родная. Сказала, это мой ребенок. Ну хорошо, давайте разрубим напополам и отдадим. И родная сказала, нет, забирай. Ну какой матерью я стала тогда, они такую не заслужили. Карательные меры со стороны государства к чему могут привести? Ну, например, ввести штрафы за возвраты или какое-то наказание, я не знаю. К чему это может привести? У опекунов есть ответственность. Это тоже она у нас прописана в законодательстве. Сегодня крайне немного практики судебной, когда есть как бы какое-то наказание за какие-то действия. Вот. В одном из регионов у нас есть уже решение судов, у них принято отдельное законодательство по... И практика сейчас набирается, накапливается по штрафам за моральный ущерб вот в случае как раз отмены ограничений. И суд разбирается в деталях. И, в общем, вот я как раз к нашей встрече запрашивал. Там серьезные штрафы по 130 тысяч рублей выписали опекунам. Это пока единичный эпизод. Я сейчас точно не берусь сказать, как это может на что повлиять. Почему? Потому что, с одной стороны, это может... повысить уровень ответственности, потому что все подумают. Вопрос заключается в том, каков будет итоговый... То есть там есть как бы какая-то точка, после которой это может начать, наоборот, негативно сказываться, потому что, боясь штрафа, и если люди просто, нам за все штрафуют, вообще закроются. Я пока не знаю, все наблюдают за этими историями. Такие прецеденты есть, их немного, но здесь нужно очень хорошо соотносить, потому что если количество таких санкций будет больше, то у вас просто уйдет количество людей, которые будут готовы брать под опеку. Это всегда определенное равновесие, в котором вы, если, например, смотрите, история же простая, вы упрощаете требования на вход, то есть, точнее, требования быть опекуном. У вас появляется огромное количество семей, дети там, но при этом и начинается обратная история. А какая в семьях? Это либо ситуация с отменой, то, что называется возврат, либо, например, насилие, какие-то агрессивные истории и так далее. Сильно сужаете требования, у вас только людей нет, готовых к этому. Понимаете? Это обратная история. И всегда ищется постепенно вот этот, определенный баланс и равновесие. Так и тут. Возможно, я допускаю, что если опекуны будут знать, что в части случаев, если ты не принял определенные шаги, не принял меры, тебе вообще могут за это предъявить, и, как это сделать? Возможно, это кто-то может сказать, так, нет, я вообще вот это должен сделать, я это сделаю. Почему? Потому что это вот так требуется. Но может быть обратный эффект. Но говорить о том, что когда мы все-таки в договоре приемной семьи живем, о том, что там у нас и вообще-то ответственность, и что это не равно усыновлению и не равно кровная семья, вот это важно. Мне кажется, вот здесь даже, ладно, санкции, просто проговора этой позиции не всегда достаточно. Хотя там, и другая сторона есть, потому что тоже у нас, к сожалению, приемные родители не являются общественно поддерживаемой группой. Это, на самом деле, люди, которые, в каком-то смысле нередко оказываются в социальной изоляции. У нас общество не сильно поддерживает приемных родителей, поэтому, когда мы говорим, а давайте мы еще какие-нибудь им санкции предложим, то мы можем ситуацию только усугубить, и это в итоге все скажется на детях. Юля, а как происходит технический процесс возврата? Не знаю, как это вообще происходит в обычной ситуации. У нас все это было очень деликатно, очень хорошо. То есть вы пишете какое-то заявление, что я отказываюсь, да? Что это? Это заявление какое-то пишется, да? Что я передаю детей? Да, передаю детей в связи со здоровьем меня. Они дошли. То есть они находят родителей и... Да, родители приехали, А как познакомились, происходит передача? То есть они приезжают, смотрят детей, да? Они приехали к нам домой, да, мы с ними познакомились, они посмотрели. Дети играли с ними, играли с детьми. Как вы это переносили, когда пришли чужие родители и там что-то делали, смотрели? Я увидела какие-то родители, и я радовалась. Радовалась? Да, я радовалась, потому что я видела, какие это родители, и понимала, ресурсные. Что не смогут. Я не смогу дать им то, что я не смогу. Тёма с Никой, они маленькие еще. Они, конечно, могут там быстро привязаться.
Тут я по поводу Светы, как она? Она же уже, в общем-то, 11 Она лет, очень да? быстро, мне кажется, что ее как раз нарушение, у нее настолько сильная травма привязанности, что Мгм. она очень быстро. То есть у нее расстройство привязанности? Да, ага. она как-то сказала, ой, окей, хорошо. Да, ну как бы там больно, Не но можешь, она, да? Мгм. ну она так как-то очень легко говорит, меня там больше любить будут, я там пойду туда. Там, наверное, мне будет лучше, чем что-то вы тут требуете, там что-то уроки какие-то убираться, что-то еще, что-то. И она была очень дерзкая. Ну, вот, Ну, тоже, наверное, защитная какая-то такая реакция. и защитная, но и такая, как будто она позволила, знаете, как выплеснуть все то, что было в ней было. Потому что она точно не хотела заниматься какими-то такими нудными бытовыми делами, уроками, уборками, я не знаю, какими-то там помыться пойти, вещи убрать. И она считала, что это мы очень много требуем с нее, и потом сказала, у меня будут другие родители. Конечно, безусловно, мне это надеюсь, что там им это легко или не больно. Нет, это больно всем, потому что у всех была картинка семьи, внутреннее восприятие семьи, и всем хотелось. И муж строил дом, и мы ездили туда, и что-то вместе там все делали, и, конечно, все рассчитывали, что мы будем жить в этом доме. Юльна, а всё у дети, нас будет получается, хорошо. Тёма с Никой, они к одним родителям ушли, да? Да. А Света... Это в было другую семью. очень сильно мое просьба. Я не могу сказать, наверное, у меня там не было прав каких-то, я не знаю, просить, но я точно, это был крик, просьба, помощь, ну, не знаю, там, почему, рекомендация. А почему их разделили? Нет. Потому что я сказала, что я уже видела очень сильное влияние Светы, негативное на них. Но она их делала как клонами себя. Она своим поведением, таким капризным, деструктивным, таким упертым каким-то, и они начали повторять. Они начали повторять, мы не будем это делать, мы это не хотим, а это так, ну, и Света была очень таким заразительно негативным, например. Это была прям большая моя просьба, рекомендация. И что вы испытывали, когда, как вы говорите, то есть вот сначала пришли одни родители и просто забрали детей. Как забирают детей? Вот расскажите, как их забирают? Они приезжали, смотрели, они играли, гуляли. Потом, когда уже там какие-то оформили, я не в том состоянии была, чтобы это все как-то анализировать. Они приезжали, они брали их, гуляли с ними, приводили, увозили. Ну, какой-то был период такого знакомства. Ну, тот момент вы уже так отрезали, когда Нет, почему? уже... Они мне все время звонили, ну, как бы, они брали их, мы с ними договорились, что они будут звонить, они мне звонили, дети что-то рассказывали про то, как у них, ну, там, и даже первое время уже, когда они уже были в семье, они мне прислали видео. А как Мама, они смотри, там у уходили? нас. Где-то Ну, они же уже когда брали, потом просто как будто в Да. очередной раз взяли в гости, и просто там они уже остались. Остались. Да, и потом они присылали что-то видео, и, ну, как-то мы общались, ой, да, вот у нас вот тут так-то, так-то. Юль, вы помните день, когда вы остались без них? Нет Светы, нет Тёмы, нет Ники. Вот что вы делали в этот день? Это было состояние мертвеца. Мертвецы ничего не чувствуют. Ничего я не чувствую. Просто лежала. Ничего я не чувствовала. И мне кажется, что еще до конца и сейчас я еще не смотрю туда, это слишком больно. У психики есть такое свойство замирать. Ну да. Для того, чтобы выжить, это замирает. И это было со Светой в детстве, когда от нее-то отказались и родители. И когда у Тёмы там лежал в кювете 1,5 года один, психика замораживается для того, чтобы не разрушиться. Даже так можно сойти с ума. Чтобы не сойти с ума, психика защищается, вытесняет реальность и забирает. И несколько месяцев мы даже ни с кем не говорили. Ни с мамой, ни с детьми, ни со старшими. Просто, ну, как будто, знаете, как будто этого ничего не было. Я не знаю, когда я смогу туда смотреть, чтобы анализировать свои чувства или говорить тоже. Как оно, что я чувствую. Пока не могу. Пока не могу. При этом, когда мне мама их прислала фотографии, у них было день рождения в сентябре, как они пошли в школу. Это и больно, и радостно.
Но сейчас еще, Юль, не возникает этого, знаете, вот когда время прошло, боль чуть отошла и чуть стало полегче, да? Еще не стало. Еще нет, да? Еще не стало, и я даже вот недавно только 5 месяцев, 4 месяца вообще не работала, лежала. Ну, я не лежала, но так только хожу. невозможно просто было работать. И даже сейчас мне мой психолог говорит о том, что ну, как-то там, что-то, какие-то новые проекты начинать или там думать о том, что мне квартиру покупать. Она говорит, нет, ты еще не готова. У тебя еще нет для этого ресурса. Сейчас есть ресурсы, ну, чтобы вот как-то я 1,5 месяца назад вот вернулась опять в работу, стала работать. А чтобы что-то там делать или как-то принципиально начинать как-то жить, еще нет. Поэтому говорить, что там смотреть туда, куда-то, или жалеть, или о том, что я там восстановилась, и, может быть, я бы справилась. Нет, у меня еще нет такого. Я пока, мне кажется, только чуть-чуть начинаю процентов на 20 с собой справляться. Юль, вы кого-то вините вот сейчас вообще в том, что произошло? Нет, никого. Никого, потому что никто не делал ничего специально. Вы знаете, когда ты знаешь, человек тебе говорит, не наступай мне на ногу, это больно. А ты берешь и наступаешь. Вот человек тебе, например, говорит, не говори мне вот так. Когда ты мне так говоришь, мне от этого очень больно. А второй делает так. Так делал мой бывший муж. В этих во всех историях никто не делал больно специально. Мне кажется, проблема в том, что люди не честны с собой, неосознанные. Потому что если бы, все как-то мы были более честны с собой, если бы мы так, думали про себя, про другого человека, как ему вообще, что, наверное, было бы легче нам всем. Потом нет. Я точно сейчас уже то, о чем я могу, что чувствовать и говорить, это то, что я сделала все, что могла. Юль, кто тяжелее перенес этот возврат? Кому было сложнее, вам или детям, как вы считаете? Я не могу думать за детей, я не знаю. Конечно, мне сейчас хочется сказать, что мне, потому что у них-то сейчас все хорошо, потому что их там очень любят, у них там отличные условия, и жилищные, и материальные, им делают и дают все. Но я думаю, что на них, безусловно, это тоже отразилось. Я максимально, как могла, и объясняла, что это ни в коем случае проблема не в них, что с ними что-то не так. Ни Свете, ни им. Я не сказала, что это вы какие-то не такие, что с вами что-то не так. Я сказала, я не справляюсь, потому что я заболела, и мне надо будет лечиться долго. И поэтому я не могу. Почему, как вы считаете, почему эта тема социально осуждаемая? Почему все боятся об этом говорить? Почему все боятся лица, показать свое лицо, рассказать свою историю? Сообщество очень раненое, нарциссичное и травмированное, потому что... Нет, не у нас. 2000 лет назад так было. Когда Иисус сказал, киньте, кто без греха. У нас у всех как будто за пазухой камень, в который мы можем кинуть в другого, вместо того, чтобы посмотреть на себя. И когда находится жертва, эта жертва очень хорошо отводит от собственных проблем. И можно все свои камни, все свои проблемы кидать, начать туда. И всю свою злость, агрессию выплескивать на этого человека, который упал. Мое же не видно, что я упал. А тут можно пнуть. Он упал, он же беззащитный сейчас, он же уязвимый. Значит, можно его пнуть, подойти. А как вы считаете, можно ли вообще что-то в нашей системе сейчас изменить, вот в этой системе, которая касается детей? Если честно, я считаю, что нет. Потому что система — это люди. Некогда они занимаются бумагами. Я, проработав некоторое время совсем маленькой в системе, поняла, что когда я говорила, слушайте, я отличный специалист, давайте я буду работать с детьми. Дети травмированы, и
родители травмированы, и всем нужна психологическая помощь. Сказали, не-не-не. Главное, чтобы в бумагах все было нормально. И мне кажется уже сейчас, что на такие должности, в принципе, идут люди, которые хотят за счет собственной власти утвердиться. Вот так, да? И Вы думаете, что нет нормальных, человечных, сердечных Мало. людей? Мало. мало. Их слишком мало, чтобы изменить что-то. Слишком, к сожалению, мало, чтобы люди думали не за свои места, не за премии, не за правильные, красивые отчеты, не красивые цифры, а чтобы сказать, да, знаете, да, ну вот тут у нас не очень, но зато вот мы семье помогли. Да, у нас, может быть, есть возврат, но он объективный, что, честно, эта семья больше не справляется, и что этих детей, правда, лучше вот сюда отдать, эти точно здесь будут лучше справляться, да, дети будут травмированы, но травмы, видите, как угроза, когда здоровье ребенка, мамы превышает там, да, вот это все, спасаем вот так. Юль, ну если сейчас вот, ну, подвести промежуточный итог, да, в жизни, вот в знаменателе это что сейчас, вот как вы сами себе говорите, что я сейчас имею? Я и сейчас, знаете, как чистый лист. Я точно свободна от всяких доказательств кому-то, что-то, чего-то, от каких-то сценариев. Я много просила прощения у своих кровных детей за то, какая я была мать. Я увидела все свои ошибки, какие я совершала в отношениях с мужем. Их было тоже очень много. Я поняла, какой я была женой. Я увидела, в какой позиции я смотрела высокомерно все время на своих родителей, что я умнее вас, я лучше вас, я смелее, я сильнее. И я увидела, осознала все то, на чем была построена моя жизнь, все решения, какие я принимала. Я по-другому тогда никак не могла. Но сейчас я понимаю, что так больше я не хочу. Вы сказали о том, что в нашем разговоре приемные родители, да, они все травмированные. Вот что вы вкладываете в это понятие? Сейчас на нас смотрят, слушают приемные родители, все считают себя глубоко здоровыми людьми, да? Героями и глубоко здоровыми. Вопрос в том, что, понимаете, когда человек себя считает глубоко здоровым, это говорит как раз о том, что он нуждается в помощи, потому что все шизофреники всегда так уверенно и убежденно доказывают, что как алкоголики. Наполеон или алкоголики, что ты начинаешь верить, потому что здоровой психике свойственно сомневаться, а правильно я делаю, а как я поступаю, а уверен ли я, а справляюсь ли я, а из каких побуждений я беру. Но когда человек приходит и стучит себя кулаком в грудь и говорит, я из любви сейчас спасу, я вот это сделаю, я вот помогу, и я почему? Да потому что я герой. Это сразу говорит о том, ну, какой-то вторичной выгоде, не вторичной выгоде даже в деньгах, нет, а про то, что я хочу через этого ребенка, через этот поступок, я хочу каким-то себя почувствовать нужным, важным, ценным, доказать родителям, как в моей истории, да, что я справляюсь. И тогда ребенок слушает функции. Да. А это самое страшное, что может быть для ребенка. И я видела мало психически, правда, здоровых приемных родителей, которые бы брали детей, поделиться, любить этих детей, которые бы брали для того, чтобы отдать, потому что они настолько полны, у них настолько много ресурсов, они настолько увлечены своей жизнью, в их жизни много интересов, у них хорошие отношения, они настолько наполнены. Не из одиночества, когда я хочу взять ребеночка, чтобы скрасить свое одиночество, не из-за того, что заткнуть этим ребеночком разрушающие отношения, не из-за того, что я хочу кому-то что-то доказать, не из-за того, что я хочу себя спасти через этого ребенка, а потому что у меня все хорошо в жизни настолько, что у меня еще есть поделиться этим хорошим с другим. Это единственная здоровая мотивация. Юль, что бы вы сказали тем людям, да, кто сейчас думает о том, чтобы взять ребенка? Я бы им сказала, что им нужно пройти 20 часов личной терапии у хорошего психотерапевта, чтобы разобраться с мотивацией. В первую очередь, чтобы понять, для чего я это хочу делать. Все.
ну вот точка. Если я пройду 20 часов мотивации, если бы терапии, если бы как было у меня, если бы я тогда пошла, и мне бы достали мои мотивации какие-то, и потом я бы проработала, и потом сказала, а нет, мое желание сохраняется, я все равно хочу взять, потому что, ну вот потому что у меня дом большой, потому что у меня с мужем все хорошо, потому что я чувствую силы, ресурсы, у меня еще полно чего отдавать, ну тогда бы да. Только через терапию, и я считаю, что она вообще нужна и в школе, и она нужна даже родителям. Когда я работала в школе приемных родителей, я думала о том, что школа родительства нужна всем родителям, в которой бы рассказывали про кризисы детей, про отношения, про что проживают муж и жена, когда у них появляется ребенок. Меньше было бы разводов, меньше было бы сложностей, больше было бы уважения, поддержки, взаимопонимания, если бы у людей была осознанность и честный ответ. Как мы можем, несмотря на то, что это сложная схема и сложные организмы, нужно действительно в каждом случае индивидуально подходить к каждой семье, все-таки, ну, в целом, хотя бы широкими мазками, как мы можем сейчас повлиять на эту ситуацию и изменить ее так, чтобы количество возвратов сокращалось все-таки? Ну, я бы так делал. Значит, мне кажется, первое, надо постепенно переходить к другому пониманию того, как происходит процесс семейного устройства. Каково место значения родственной опеки, потому что с точки зрения приоритетов государства родственники – это первый круг. Кстати, его часто не прорабатывают. Вот в чем момент. Многие порой не ищут ни бабушки, ни дядюшки. В моей жизни была история, я нашел тетю. Ребенок был в Тверской области, я нашел тетю в Дагестане, она жена военного. Она говорит, я даже не знал, я слышал, но не знал. Вот взяли, и все, потом все нормально, тетя взяла. А порой такие тети, дяди есть, и с ними даже особо не говорят, не объясняют, не рассказывают. Это первый, родственная опека. Второй момент, как происходит этот подбор. Сейчас, ну, к сожалению, эта практика скорее только такая единичная. Ну, может, где-то еще, но так, чтобы это было повсеместно, точно нет. Да? Как и вы очень правильно сказали, я прихожу за ним. Вот. И там по-разному бывает. Кто-то таких, кто-то ищет, кто-то не ищет, и все. Хотя здесь история-то по-другому, идея-то в другом, что кому бы я мог помочь лучше? Вот мои возможности, кому из тех, вот, где бы я помог бы это сделать. Вот посыл. А когда это сейчас путают с усыновлением, то есть у нас же есть сейчас... Поэтому здесь надо разобраться, в том числе государству, выработать более такую единую, последовательную, непротиворечивую позицию. Потому что противоречия есть в государственной политике. Дальше. Школа подготовки должна предполагать и знакомство с разными сложными случаями, и знакомство с специалистами, к которым, возможно, потом можно всячески обратиться. Следующее. Помощь должна по возможности быть не связана с отобранием и вообще должна быть разведена. Если я обращаюсь за помощью, у меня не должно быть последствий. Я не могу идти и бояться, что мне сейчас за это прилетит. Я должен помощь получать, ну, как бы сказать, ну, безотносительно. И чтобы я этому доверял. Это можно сделать, и эти сервисы и возможности надо развивать. Следующий момент. Какие-то кризисы можно, ну, вообще можно предсказывать. Я думаю, что какие-то в некоторых регионах есть, и вроде бы говорят, даже неплохо работает, так, как бы раз в год некоторая встреча, да, где можно обсудить, поговорить, узнать как что, соотнести какие-то параметры и позиции. Честно, открыто, за чаем поговорить с семьей и как бы, ну, провентилировать, возможно, то, что есть. Это неплохо, это, ну, какая-то такая аккуратная, деликатная мера, да, ну, потому что, понятно, ну, все равно в семье живет, у семьи есть свои какие-то границы и так далее. Но это тоже путь. Можно это сделать? Конечно, можно делать. Надо готовить специалистов. Ну, то, что вы даже рассказываете, говорит про то, что у нас не хватает людей, которые в этом чуть-чуть глубже понимают, чуть-чуть больше нюансов знают, чуть-чуть знают, как это помогать. И делать разные сервисы, в том числе дистанционные. У нас сегодня помощь может оказываться и онлайн, и там выездными какими-то форматами и так далее. Есть своя сила и у сообществ приемных родителей, и у разных там клубов, и этому тоже надо давать разный зеленый свет. И все же очень важно тоже понимать, что сегодня мы движемся в сторону кровной семьи и ее поддержки. Вот. А в связи с этим, когда сейчас мы научимся помогать кровной семье лучше, так мы научимся и приемной семье. Это, в принципе, очень похожая история. Первое, что точно нужно, на что нужно смотреть, это нужно смотреть на правильный подбор ребенка для семьи. Он должен быть более глубинным, более глубоким. Я знаю, что специалисты многих органов опек имеют уже за время своего опыта наметанный глаз и как-то вот нутром и чутьем это понимают.
Вот. Но иногда это не работает, например, да. Второе, это, конечно же, более качественная подготовка родителей. Третье, это хорошо бы был вообще, вот я как-то говорила в одном из интервью о кураторе для семьи. Вот такой друг семьи. Ну, та же самая, грубо говоря, служба сопровождения, но вот куратор. Вот когда он включен в семью, когда у них выстроены доверительные отношения, когда он может абстрагироваться от ситуации и снаружи что-то увидеть и подсказать, когда он заинтересован в том, чтобы семья выстояла, выдержала и как бы исправилась. Вот. Безусловно, нужны сервисы и инфраструктура, потому что сложно. Особенно в регионах сложно прям. Чтобы ребенок мог где-то заниматься, чтобы не надо было убиваться 3 дня на оленях и вести его в этот кружок, а ему нравится, например, его это, например, очень мотивирует, да, вот, и там, не знаю, чтобы школы были чуть лояльнее к этим детям, чтобы они понимали, с кем они работают, чтобы они понимали, что если ребенок встает и ходит на уроки, это не потому, что он не уважает учителя и класс, а потому что он стрессом пытается справиться, потому что в нем, ну, то есть вот эти все вещи, вот детская и подростковая психология — это замечательные предметы, которые изучают педагоги, но дети с травмой, а их на самом деле много, это не только дети-сироты, это очень важная категория для того, чтобы к ним быть готовыми. Ну, что хочется сказать приемным родителям. Во-первых, не оставаться наедине, не думать, что из любой ситуации нету выхода. Выход есть всегда, и важно обращаться к специалистам профильным, к специалистам, которые долго работают с приемными детьми, в благотворительные фонды, в службу сопровождения, искать своего специалиста. Если вам не смог помочь один специалист, это не значит, что не сможет помочь вообще никакой. Больше отдыхать, больше фокус на себя. Помните, наверняка, это, как говорили в школе приемных родителей, если у вас говорили, что сперва маску на себя, потом на ребенка. Да? Не бойтесь отдыхать, не бойтесь уделять себе время, чтобы восстанавливать силы и чтобы не выгорать.